Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать во второй выпуск четвертого сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске удалось закрыть только один квест. Поручение от механика, вынесли из леса послание и открыли таким образом доступ к егерю. Цезарь, Хирург, Казатеин, Кирюха, Якудза, Фрэнки, Костя, Данила, Хелфан, Сакамагери, Дроид, Павел, Забайкалец, Никита, Выключатель, Арчи, Владлей и Максим. Господа, вы сдурели, столько денег накидали. Большущее спасибо, вы меня очень выручаете. О такой поддержке и горячем приеме после отсутствия можно только мечтать. Дай вам Бог крепкого здоровья. Швану, Виталию, Ранилю, Вахе и Лысику пламенный привет. За Капой гнаться не буду, я играю чисто в удовольствие. Переезд прошел хорошо, ждем в августе одобрения вида на жительство, а переехал я в Турцию, город Муданья называется. Теплые края с мраморным морем под боком. Как-то так, но все, погнали. Всем приятного просмотра. Так, прапор мне посылочку прислал. Смотри, тут красотища какая. Я думал сначала это страховка, но нет, это оказывается от него помощь новичкам. Забираем. Как раз в цвет мне будет бронежилет и шлемак. Пока есть что собирать для убежища, я хочу все-таки пособирать это все диким, чтобы как можно меньше уделять внимание лутанию именно за ЧВК, так как у него своих делов там по горлу с этими квестами. Беготни очень много, и надо будет, вот я хочу все-таки вынести пару гаек и пару болтов для постройки верстака. Тогда как раз разминочный будет у меня такой забег. О, еще автомат можно будет вынести, если получится выйти с локации. Так что в аккурат диким надо запускаться. Пусть работает, паря. Нефиг отдыхать, прохлаждаться, да? Пойдем на развязку. Как раз таки помимо ящиков тушенку, если не ошибаюсь, вынести и емелю. 18 минут. Да что ж меня сюда постоянно-то спавнит? Медом помазано, что ли? Вот, есть у меня жгут, и все, в принципе. Воленькая, опять ни брони, ничего, ни шлема никакого. Может быть, тогда не заморачиваться, долго тут не лутаться. Пойду, наверное, сразу в сторону выхода, в сторону ЖД, там выйду. Не хочу много бегать за дикого. Долгие это. Процессы не очень-то интересные. Вау. Белый бронежилет, 3М модуль, который, он же мне нужен будет по квесту. О, шина теперь есть. Есть. Поживиться есть чем. Кто-то пробежался. Но это, скорее всего, еще ЧВК, которые шли в начале рейда. Магазин запасной. Ой, и прицельчик тоже на автомат Калашникова. Или на СКС можно будет охотничьо-промысловый присобачить его. Тоже вариант неплохой. Ну вот. Уже не зря. Уже целый белый броник за дикого. Если вынесем, очень даже хорошо будет. А вообще эти броники частенько мне попадались в лесу, в этих, на дачах, где 3 этих отдельно особнячком стоят. Коттеджа. Вот там на диванах, в углах всяких комнатах. Частенько попадались они. А, да тут уже все. Прошуршали, ребятки, да? Понятно, понятно. Ну, может, не все тайники посмотрели. Это такой тайник, который практически все знают. Что он по пути находится. Да тут еще должен быть, а вот он. Пустой. Ну, ничего страшного. Даже если я просто выйду с локации, я уже вынесу себе автомат, тряпки и плюс бронежилет квестовый с галочкой. Так что даже не расстроюсь ни разу. Все, больше ничего не найду. О, вот это вот уже при мне кто-то пошурудил. Я, возможно, кому-то на пятки наступаю. И этот кто-то, между прочим, знает, где тайники расположены. Еще есть пару тайников по пути.
Так. Обшаренный. Вроде никого. Пусто. Понял, принял. Там еще под навесом можно будет глянуть. Да и все. Ну что, раз уж выбрал этот путь, это направление, да? Ничего не нашел, да и пофиг. Зато будет больше времени для ЧВК. Мне же надо сегодня... Я хочу попробовать сегодня 5 диких дострелять все-таки. Вот, в аккурат мне автомат. Все эти прелести пригодятся в этом деле. Вон что-то лежит, не взяли, смотри. Сухое, горючее. Нормально. А вообще можно за дикого на завод бегать по Шурику. Там пару-тройку ящиков посмотрел, да и на выход. Там ребята не особо агрессивные. Из диких я имею в виду. Челоботов. Там запросто забежать, полутаться и выскочить просто нафиг оттуда. Ну вот. Неплохо. 5 минут. 5 минут. Это много или мало? Все, ничего не помещается. Пам. Ну, в общем, как вы уже поняли, у меня места в схроне практически нет. Значит, выходим конкретно за 4 дикими. Надо будет патронов россыпью с собой взять. Давай, наверное, на таможню за ЧВК сходим. 16:53. Времечко можно и не страховать. Броник застрахую. Да и, пожалуй, все, больше ничего не надо страховать. В предыдущем выпуске выход на таможню хорошей задумкой был. Правда, исполнение хромало. Причем на обе ноги. Значит, теперь я не буду ходить лутаться, смотреть, ждать чего-то там, появления этих диких. Я сразу буду бежать на точки спавна, где они появляются, эти боты. И буду их прям на месте искать. Попадутся ЧВК, будем принимать бой. Если не будет возможности как-то избежать, да, столкновения. Все как всегда, будем действовать по ситуации. Главное диких найти и застрелить. 5 штук надо, это тебе не то. Опачки. Ну, в принципе. Можно было бы на заводскую территорию туда двигануть. Было бы очень даже хорошо. На старой заправке еще, да, поглядеть. А, там уже возьмем. Ой-ой-ой, это свита. Ё-моё. А я со свитой вряд ли справлюсь-то. Да, они меня вычислили. Ладно, пусть свита остается здесь своими делами заниматься. Нифига тут ливень дал. Мы за ними вернемся, если я вдруг настреляю 4 дикарей. Ой, 5. Тут уже кто-то есть. О, дикий. Он, кстати, с тозом, пацаны. А мне тоз нужен будет. Это сюда. Белый броник есть, если еще и тоз получится вынести, вообще сказка будет. Так, счет открыт, 1 готов. Счет открыт. Наверное, все-таки на заводскую территорию туда. Не буду ничего лутать. Потом полутаемся.
Так, ну где вы, родненькие? Тут кто-то есть. Но они, скорее всего... Куда они могли двинуть? Очевидно, что тут толпа народу. Блин, мне бы диких. А не ЧВК. Давай здесь в газели тогда посмотрим. На этой стороне точно должны быть дикие. Это мне подкинули? Похоже, что. Да. Видишь, вы есть. А, вон ЧВК идет. Мне ЧВК не нужен. Блин, и он идет со стороны старой заправки. Скорее всего, он там все уже почистил, да? Че вы, где, парни? Вы так нужны сейчас, и у вас вообще ни одного. Ну, елки-палки. Ну давай все-таки заглянем на старую заправку. Может, они там подспавнились, потому что я там стрельбы в той стороне вроде как не слышал. По-моему, тут слева кто-то шагает. О, Попадет вам тут всем залет. вот этот товарищ мне нужен. Очень. Вон он. Надо второго сразу добивать, пока есть возможность. Будьте пры... Блин, заклинило оружие. Вовремя. Как там? Все. Так, трое есть. Что двоих надо? Надыбать как-то.
Пофиг, попробовать на ЖД залететь. Ой, на ЖД, говорю, на заправку. Тишина. А, там я не перепрыгну, там заводские, да? Вон он. Да куда-нибудь уже. Он есть там, оказывается. Кепка! Так, пошел процесс. Да, он отсюда все-таки пришел, но, видимо, он прошел здесь тогда, когда здесь еще никого не было. Ну, мне бы докинуться по-хорошему. А, нет, смотри, там размотанные парни лежат. Все-таки был какой-то замес тут. Водява. Сейчас докинусь патронами. Все, готово. Ваше здоровье. Метаболизм второго уровня. А что, пойдем дальше искать пацанов. Один дикий всего лишь остался. Один. Где бы мне тебя, родненький, найти, а? Может, назад туда вернуться? Или ладно, здесь уже. Хотя, слушай, раз база решала... то есть, точнее, если решала там, на старой заправке, то база решала пустует, очевидно. Может быть, я там Салему найду себе. И пойду преспокойно на выход в СРФ, если получится. Можно было бы... А, у меня ключа нет. Пофиг, рискну. Эти ребята на старой заправке, которые полегли, это спаун как раз вот этой старой заправки. Вероятно. Еда. Ого, полный ящик. Тут вообще никого не было, что ли? Ух ты! И вот этого я бы забрал. Так вот сделаем. Слушай, да здесь вообще никого не было, тут не лутано, и никого, походу, и нет. Такое ощущение. Можно будет тогда и в медблок заглянуть. По идее. Вообще этот СМС
Можно, я думаю, сразу сюда определить, так как я его таскать буду с собой. Бороду нашел. Мне нужен железный повод, чтобы выйти. Железным поводом будет салева аптечка. И пойду-ка я ее, пожалуй, лучше в медблоке посмотрю. Как раз на ВСРФ, либо на стройке там мы дикого найдем. Если в медблоке ничего страшного не приключится со мной. Медблок лутан. Такие дела. А, здесь даже война была, слушай. ТБшка мне нужна. Ну да, очевидно, что здесь лутано все. Хотя, вполне вероятно, что могли солеву, да, пропустить наверху. Вот это мы на солеву можем обменять. Правда, она без галки будет. Тут прям плохо кому-то было. Нифига тут замес был. Пацаны, салева нужна. Нет, все, посмотрели. Все, посмотрели. Может, тут какой хлам для себя найдем интересный? Нет, нет, ничего. Это же этот бронеразгруз вроде как. Блин, это интересно. Выбитый почти. Ну и ладно. Я все веселье пропустил, короче. Значит, пойдем искать одного. Дикого. Ага, это на Тарконе там. А, винключ надо будет у спящего еще зацепить, не забыть. Ох ты. Все, точно надо домой идти. Я аккумулятор нашел.
Ой, хорош ты тут. Ай! Ну елки-палки. Ах, как досадно-то, а. Я уже вот на выходе был, только дикого дострелять. Хотя бы дикого дал бы дострелять, да, из-за одного дикого, елки-палки. Ладно, бог с ним. С СВД какой-то типчик наяривал там, судя по всему. Так как мне нужен всего один дикий, я предлагаю тогда просто налегке, чтобы долго не собираться, по-быстренькому выскочить еще раз туда же на таможню и побежать сразу же куда-нибудь на ВС РФ примерно, чтобы хотя бы забрать мне ключ можно было у спящего внизу. Или, например, залететь в общагу и попробовать раздобыть ключ от спецтехники. Так, попытка номер 2. Я появляюсь возле общежития. Ну спасибо, Тарков, ты меня прям в самое пекло замес хочешь, да, сразу же подкинуть с пистолетом? Пистолетом. Давай сразу, наверное, жахнем Вазика. Ну ладно, мне всего один дикий нужен. Может быть, как-нибудь, где-нибудь, чего-нибудь. Сейчас его тут на стройке найдем, может быть. Уж должны, наверное, подъехать, да? О, выносливость поднялась до 1 уровня. Нормально. Ну, пацаны, давайте, где вы? Блин, мне всего один нужен, пацаны. Отлично. Есть подзадача. Ой, Емеля у него, прикинь, в кармане. Вообще огонь. Пойдем тогда N-ключ, я попробую забрать еще. А, вон уже ЧВК бежит, елки-палки. Ай, капля прям... Ну, понятно. Но мне там, в принципе, много не надо было. Я вообще без бронежилета, без ничего. Главное, что я добил все-таки одного дикого, наконец-то. Емеля сухарики есть, но они без галочки. Для сдачи по квесту не подходят. Значит, у егеря мы покупаем 2 мурки, нам нужно будет. Вот они красивые. Чик. И переходим к прапорщику, сдаем просто-напросто квест проба пера. 2 мурки мы купили, 5 диких на всей территории Таркова мы застрелили. Все, мы достойны награды. Вот теперь проверка на вшивость у меня квест дает. Вот за этим ключом от спецтехники я хотел сходить в общежитие. Но, наверное, я сейчас за дикого туда сбегаю, вынесу просто ключ, N-ключ и от спецтехники ключ попробую вытащить. Пошли за дикого туда же на таможню, в 9 утра можно будет пойти и вперед. Моя задача просто вынести 2 ключа, так что я забираю ключ и сразу же валю на выход. Оба-на. Дальний угол, ворота на старой дороге. Опа, у меня сразу же выход будет на старой дороге, там, где машина стоит. То есть мне машина даже не нужна, по факту. Сколько времени? 32, многовато. Меня довольно рано заспавнило. Ну тогда через ВСРФ, раз по пути. Заберу N-ключ. Что у нас тут есть? По медицине даже есть кое-чего. А можно его сразу, в принципе, жахнуть. Блин, это дикий, что ли, был? По-моему, это дикий был. Что-то он крикнул, как дикий. Ну прости, братюня, там в темне никак не разобрать, я только силуэт видел. Походу челобот тоже. Ну я все равно пойду на ВСРФ. Попробую забрать N-ключ и пойду пофиг в общежитие. Попробую забрать ключ от спецтехники. А что у меня, кстати, насчет... О, у меня войд был выключен, оказывается. Все, я понял, как базарить. Правда, надо будет переназначить кнопку. Вот обычные дикие. Вроде никак не реагирует на меня.
Эй! Нет, все-таки реагирует. Просто тот не видел меня. Нет, неужели ключ забрали, алло? Блин. Ключ уже забрали. Ауч, нифига. А как мне жить теперь с этим? Живот выбил. Ёлки-палки. Надо было бежать и не стрелять по тому, который в этом Тарконе там был. Сам себе проблем создал. Ой, елки, это как раз в общежитиях взрывы. Жаль. Нет, не надо. Блин, я и рюкзак выкинул. Ну ладно, мне рюкзак так-то и не нужен. Не хочу портить карму, не буду с ними воевать. Застрелят, так застрелят. Нет, нет, нет. Еще аэродроп полетит. Вообще не в тему. Что за кипиш? Что происходит? О-оу. Да, склал он меня. Когда хочешь выйти за Дикого в спокойненький рейд, потому что за Дикого как бы поспокойнее, он же в конце рейда обычно, да, запускается. Тебя запускает в начале рейда. И еще я ошибся, то, что выстрелил в своего, блин, свои же меня настреляли. Ну, случилось то, что случилось. Все, я подлечился, взял с собой бумажник и 5000 в кармане на выход платный. Чуть-чуть медицины взял, совсем немного. И бронеразгруз себе прикупил 3 класса хотя бы. Идем снова за ЧВК, идем снова на таможню. Мне надо по-любому раздобыть эти ключи, они мне очень даже нужны. Я по-другому не вижу никак дальнейший путь развития. Потому что у меня в лесу начинаются там эти самые квесты. Поэтому надо здесь сделать у каждого торговца по возможности квесты, относящиеся к другим локациям, чтобы там делать подряд прям несколько. Ой, какой хороший спаун. Спасибо тебе, Тарков. Спасибо. Наконец-то ты сжалился надо мной. И прям возле спящего меня высадил. Благодарю. Н-ключ имеем. Все нормально. Это не наденется, да? Нет, надевается. Отлично. Ну, теперь идем правильно в общежитие. Как бы это скверно не звучало, но мне в любом случае надо в общаги попасть. Без этого ключа я в любом случае никак не смогу выполнить квест. Не ждать же мне, пока я прокачаюсь до 15 уровня, да, барахолку, чтобы купить его. Ага. Йоу, мэн. Здорово. Нет, нет, нет. Йоу, бро. Ты что, сначала стреляешь, потом общаешься, что ли? Я тебя понял. Пообщались. Вкусно. И не грустно.
Значит, пойдем в общежитие. Пофиг. Правда, у нас спам там Ого. Нормально. Я, оказывается, ранен. Попал по руке. Но мне в любом случае надо будет возвращаться туда, даже если я удачно заберу сейчас ключ. Ну. Блин, наверное, я зря в эту сторону, да, чуманулся. Надо сначала... Надо место мне освободить. Мне надо ключ забрать по-любому. Чтобы сюда не надо было потом возвращаться. Вот так вот примерно. Или, блин. Бировец. Ладно, так оставим. А пусть дальше там лутаются. Там кто-то внутри уже лазил. Один дикий точно, а второй что-то я по курткам, по-моему, слышал. Кто-то шарился. Пусть занимаются со своими делами. А я попробую часы забрать бронзовые. Я примерно понимаю, по кому стреляют. Это, по-моему... Или нет? Угу. Блин, я, кажется, слышал кого-то слева. Но не уверен. Пробуем. Так, мне теперь надо в сторону выхода. Да, я так и думал. Че, я умею так. Хорошо, не две. Да ладно, тебе притворяешься, все нормально, что там. Подумаешь, ногу сломал, что первый раз, что ли? Докинемся по шурику. А, все. Отлично. В общежитиях я бы не стал, честно говоря, пытаться выйти. Там кто-то лазил. Или, может быть, это просто дикие. Блин, нет, я же там слышал каких-то двух, вроде как, людей. Зачем рисковать лишний раз? Ладно, бог с ним, давай попробуем обойти все это дело. Пусть по большому какому-нибудь радиусу, но тем не менее, может быть, это будет безопаснее.
Так, это в районе КПП стрельба. Так, тут флешка может быть возле гитары. Флешка ценная штука. Не хотелось бы пропустить ее. Нет, ее нет. Окей. Снайпер. Это про снайпера, да, стреляют? Пацаны вовсю делают квесты с ксюхами. Так. Значит, если ты там, ну, пожалуй, своей дорогой пойду. Просто-напросто попробую все это дело обойти, да и выйти там на бункере дальнем. Не изобретая никакого велосипеда. По нуба-тропинке вдоль края карты. Вепер. Блин, оружия уже и так предостаточно. А, я хотел медицину посмотреть. Уже думаю, что я сюда попёрся. Гранатка пойдет. Блин, вот тоже прохожу мимо, мне болтиков же, гаечек, куча целая нужна. Нет, нифига. А, слева уже можно посмотреть внизу на КПП здесь. Точно, я совсем забыл про эту точку появления слева-то. Давай глянем. Там в багажнике же медицина спавнится. Это же машина сотрудника какого-то, коллеги, терапевта. Медицинского сотрудника какого-то. Все четенько зачистили уже. Вон он, сука! Этот кекс мне не даст спокойно посмотреть машину, так что Вон он, сука! один готов. Второй возле тигра вроде как. Вот когда они не нужны, смотри, да, по двое, по трое находишь, спокойно, хорошо, все как положено. Я ноги сломал. Обе. Базару нет здесь. Так, берем солеву и валим отсюда нафиг. Которой нет. А я его даже не вижу. Служи!
Ух. Пойду-ка я домой пока. Как говорится, кишки по веткам не разбросала. Тем более, что я вынес эти часы бронзовые. Фу, таким быть, сидеть прямо у ворот на выходе и с дробовика пасти — ужас. Но я выжил. Этот рейд с самого начала говорил, что Диса, это твой рейд, потому что меня заспавнило прямо возле спящего, у которого я забрал сразу же N-ключ, а я его завалил, смотри, в конце в самом. Так что он поплатился за седунство в кустах. Проверка на вшивость, квест закрываем. Нашли ключ от спецтехники, забрали часы на таможне и теперь их передаем. Вот и новые квесты, которые нужно делать в лесу. Поисковая миссия: найти пропавший конвой прапора в лесу и найти временный лагерь Юсек, это тоже в лесу находится. Пикник со стрельбой, то же самое, убить в лесу. Диких 15 человек. Посылка из прошлого, это про таможню, но здесь надо будет, наверное, отдельный выпуск целый делать, потому что мне нужно забрать сначала в кабинете директора Таркон папку определенную. А для этого нужен ключ, которого у меня нет. И потом эту же папку отнести на завод и заложить во времянки. Это такой непростой, на самом деле, квест. Так как я достиг 5 уровня своего персонажа, подъехал квест «Снабженец» от лыжника. По этому квесту мне нужно передать белый бронежилет, который я уже приготовил, и ТОС 106, но я его не смог все-таки вынести. В итоге надо будет найти еще ТОС, и тогда закроем квест. Также благодаря тому, что я достиг 5 уровня персонажа, у меня теперь появились оперативные задачи или дейли квесты, как их называют. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Для убежища мы сегодня абсолютно ничего не сделали. Так, только некоторые единичные предметы какие-то нашли. Но ничего, то ли еще будет. Всем отличного настроения. Благодарю за вашу поддержку. Пальцы вверх и добрые отзывы. До свидания.